Стоп, это что, дрон, что ли? Да точно. Вот это да. Так, я дрон нашел на свалке. Дрон завис в воздухе, но теперь выглядел странно. Его корпус начал раздуваться, словно изнутри на поверхность что-то давило. Друзья, он меня схватил, он куда-то улетает. О, друзья, помогите. Ну что, друзья, кто знает, какое сейчас наступает время? Что, Гош, ты о чем? В смысле, какой? Сколько времени? Ну, на часах почти 22:00, а что? Нет, Гуталин, я не об этом времени. Сейчас наступает время страшилок. Итак, мы все в сборе. Ну что, можно уже включать первую страшилку? Чич, ну что там, где ты там застрял? Давай, едь к нам, я уже запускаю первую историю. Друзья, подождите, начинайте без меня, я тут дрон настраиваю. Чич, ты весь день его настраиваешь. Да нет, друзья, это другой уже. Вот такой транспортный я запустил, надо его протестировать. Ну, точнее, я уже на нем летал, просто хочу летать на свалку. Я же весь день сегодня пытаюсь найти специальную бочку, ну, чтобы сделать новый дрон. Я же вам рассказывал, весь день в лаборатории собирал его, но так и не собрал. Ну, что такая специальная бочка? Нет ни у кого? Что, Чич, нет, бочки у нас есть, но они тебе не подошли. Не знаем, какая тебе вообще бочка нужна, какой формы, ты так толком не смог объяснить. Так, ладно, друзья, начинайте пока что без меня смотреть. Ну, я буду слушать вот здесь, я буду рядом стоять, собирать тут... Хотя нет, я сейчас запущу опять запущу этого дрона, полетаю нас по свалкам. Чич, ты уже все свалки в округе облетел и так ничего не нашел. Ну да, друзья, ну нет, одна еще свалка осталась. В общем, сейчас я слетаю, посмотрю на нее. В общем, да, Гош, запускай первую страшилку, ну а я полетел на дроне. Да, я буду слушать и летать. Так, Чич, ну хорошо, ладно. Ну что, друзья, готовы? Запускаем тогда первую страшилку. Как она там называется? Ну сейчас узнаем. Все, включаю. Пожиратель неба. Роберт увлекался съемкой с дрона. Для него это было не просто хобби. Он часами разглядывал отснятые кадры, изучал местность с высоты и искал необычные детали. Недавно он купил себе новый мощный квадрокоптер с ночным режимом съемки и инфракрасным зрением. Производитель уверял, что у модели самый продвинутый искусственный интеллект. Вечером Роберт решил испытать дрон в пригороде, где старые заброшенные постройки выглядели особенно атмосферно. Он запустил квадрокоптер и наблюдал за его полетом через экран смартфона. Аппарат взмыл в воздух и начал бесшумно скользить над темными холмами. Через минут 10 Роберт заметил нечто странное. На экране появилось мелькающее пятно. Что-то двигалось вдалеке, но камера не могла сфокусироваться. Он подумал, что это просто ошибка сенсора. Но дрон сам сменил маршрут. Он резко сорвался с курса и полетел к темному пятну. Роберт попытался вернуть управление, но аппарат не реагировал. Внезапно экран начал мерцать. Изображение исказилось, появилось странное шипение, а затем картинка восстановилась, но теперь дрон смотрел на самого Роберта. Он отчетливо видел себя на экране, стоящего на холме с телефоном в руках. Но камера дрона не просто передавала изображение, она чуть-чуть двигалась вперед, будто приближаясь к нему, хотя сам квадрокоптер висел в воздухе. Роберт почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Это было невозможно. Дрон начал вибрировать и менять форму. Лопасти растягивались, соединяясь между собой, образуя что-то похожее на щупальца. Корпус деформировался, вытягиваясь словно оживая. Объектив камеры расширился, превращаясь в нечто похожее на черное бездонное око. А потом раздался звук. Не механический шум моторов, а странное урчание, напоминающее голодный рык. Роберт сделал шаг назад, дрон медленно поплыл к нему. Его экран теперь транслировал не только изображение. Там мелькали странные кадры. Улица, где жил Роберт, его квартира, вид из окна. Будто дрон уже там бывал. Роберт сжал пульт. Последняя попытка выключить устройство. 0 реакции. Квадрокоптер завис прямо перед ним. Его корпус пульсировал, издавая тихие странные звуки, словно в нем было что-то живое. Роберт почувствовал, как экран телефона нагрелся. Текст на дисплее изменился. Там появилась единственная фраза: «Я вижу тебя». А затем дрон рухнул на землю. Когда Роберт подошел к нему, он был обычным, просто безжизненный кусок пластика и металла. Но теперь он не мог его взять в руки, потому что этот кусок пластика и металла был очень горячим, и Роберт решил оставить его там в поле. Пульт тоже замолчал, смартфон перезагрузился, видео не сохранилось. Но когда Роберт приехал домой и взглянул в окно, его сердце замерло. В темноте, далеко над городом, что-то светилось в небе. Пульсирующий мерцающий огонек, и он двигался прямо к нему. Ух, ничего себе, интересная страшилка, неплохое начало. Так, друзья, подождите, а дальше страшилка про что будет? Про дрон тоже?
Так, Бобик, подожди, не знаю, скорее всего, мы сделали сегодня такой рандомный вечер страшилок. В общем, я закинул на флешку разные страшилки, но не смотрел, как они называются, и не знаю даже про что. То есть, каждая страшилка для нас будет, так сказать, сюрпризом. Да, мы не знаем ни названий, ни про что, ни... Ну, возможно, да, будет опять про дрон. Ну, вот это будет классно, если опять про дрон. Вот совпадение, да, первая страшилка про дрон. Сейчас, может, вторая. Ну, давайте запустим тогда сразу вторую. Чич, ты что, там не освободился еще? Не-не, друзья, включайте, я вот первую прослушал, да, очень жуткая, очень классная. Давайте я вторую еще сразу послушаю, я просто тут еще летаю, управляю параллельно, в общем, слушаю. Я тут, я с вами, я рядом, если что, не переживайте. Да, Чич, ну хорошо, тогда запускаем вторую страшилку. Дрон-пожиратель. Один изобретатель по имени Виктор всегда любил собирать различные механизмы. В своей мастерской он накопил целую коллекцию деталей от старых телевизоров, радиоприемников, машин и даже игрушечных вертолетов. Он мечтал создать нечто удивительное, чтобы это стало его гордостью. И вот однажды у него появилась идея. Он решил собрать дрон, способный летать и выполнять самые разные задачи. Виктор работал день и ночь. И вот, наконец, его устройство начало обретать форму. Он установил на него моторы от старой игровой машины, камеры от старого ноутбука, батареи от беспроводного пылесоса, картографические сенсоры были от старого GPS-устройства, а пропеллеры от игрушечных вертолетов, собранных еще в детстве. Все шло по плану, пока он не заметил, что одна деталь так и не была найдена. Эта деталь – странный металлический предмет, напоминающий древний амулет с какими-то непонятными надписями. Он нашел его случайно, когда разбирал старый радиоприемник. Деталь эта была покрыта едва заметными следами коррозии и имела странную форму, не похожую на обычную электронику. Виктор не знал, что это такое, но почувствовал, что именно этой детали и не хватает его дрону. Он установил ее в корпус устройства. Как только дрон был полностью собран и включен, в воздухе что-то изменилось. Спокойный гудящий звук моторов сменился на нечто более зловещее, как будто изнутри устройства пробуждается нечто живое. Дрон слабо покачнулся, и вдруг он словно пришел в движение самостоятельно. В первую очередь он снес старую машину, сжег ее на глазах изумленного изобретателя. Затем, пролетев по улице, он налетел на мусорный бак и, не затрудняясь, проглотил его целиком, вместе с содержимым. Виктор бросился за ним, пытаясь поймать этого монстра, но дрон становился все быстрее и быстрее. Он мчался, не обращая внимания на разрушение. С каждым новым его пролетом он сносил все на своем пути – стены, деревья и столбы. Он оказался вне контроля, и Виктор понял, что это не просто техника, а нечто большее. Это уже был не просто дрон, это стал дрон-пожиратель. В отчаянии Виктор решил выследить его, вооружившись самодельным устройством для отключения аккумуляторов. Он охотился за дроном, стараясь попасть в его энергосистему. В конце концов, ему удалось заманить его в старую заброшенную фабрику. Там, между двух стен, Виктор применил свою разработку – дротик, который выстрелил прямо в аккумулятор квадрокоптера. Как только дротик пробил систему, дрон резко замер и в ужасной тишине упал на землю, превратившись в бесполезную груду металла и проводов. Виктор стоял и смотрел на устройство, его сердце колотилось от пережитого страха. Он не знал, что было в той детали. Возможно, она была проклята. Возможно, это была какая-то древняя сила, освободившаяся в мире технологий. Но одно было ясно. Его изобретение больше никогда не должно было быть включенным. Ух, Гош, ты угадал. Вторая страшилка тоже оказалась про дрон. Не, ну интересная, классная. Мне понравилось. Чич, ты слышал? А ну расскажи, про что страшилка была? Что, друзья, где вы? Страшилка про зомби. Очень классная страшилка была. Зомби, я прямо испугался. Я вот летел на дроне, сколько услышал зомби. И я такой, ух, ничего себе. Классная страшилка, думаю. Так, Чич, все понятно. Ты не слушал, там где-то летаешь в облаках, да? Ну, все сходится, да, летаешь в облаках на дроне. Так, ну ладно, Чич, не будем тебя отвлекать. Да нет, друзья, все в порядке. Сейчас, подождите, последняя свалка вот осталась. Сейчас я тут пролечу, посмотрю. Если уже не дойду, то бочку тогда все, уже третью страшилку вместе с вами посмотрю. Нет, включайте, я послушаю. Давайте и третью, и как раз вот четвертую с вами посмотрю. Да, Чич, ну ладно. Так, тихо, вот подлетаю уже к свалке. Так, где же эта бочка? Вот где-то я, по-моему, когда-то видел эту бочку на свалке. То ли мы с Гошей приезжали. Вот точно, мы, по-моему, когда-то на свалке с мусорным монстром сражались. Да, и страшилки там. Я же устраивал вечер страшилок на свалке, точно. И кажется, вот
там я видел такую бочку специально. О, вот какая-то. А ну, нет, это не такая, это обычная форма мне. А там была она такая снизу, как будто бы чуть-чуть расширялась, а сверху сужалась, по-моему. Или наоборот, я уже забыл. Ну, в общем, форма такая классная была. И металл, она из металла, то ли из меди была, то ли... Да, скорее всего, она медная была. Причем какой-то не такой редкий металл, может быть, какой-то сплав металла. В общем, она так светилась, блестела. Теперь не найду. Ну, да, искать на свалке бочку, это все равно, что искать иголку в стогу сена. Так, ну ладно, на всякий случай все-таки полетаем, может все-таки что-то интересное найду. Да, а вот, кстати, с помощью дрона это делать очень удобно. Так летаешь, смотришь на разные там предметы, может что-то еще найду для себя в гараж, что-нибудь полезное. Да, часто выкидывают что-то рабочее. Да, там можно починить, 2 проводка спаять, 1 болтик закрутить и все. И предмет как новый, да. И можно им пользоваться еще 100 лет. Так, ладно, посмотрим. Ну, тут в основном какие-то покрышки. Да, тут каких-то полезных предметов маловато. Да, эта свалка так себе, конечно. Бывало и получше свалки, я видел. Да, было очень там классно, много всяких железяк. А тут что-то... Один картон, какие-то покрышки. Да, эта свалка уже старая, сюда в основном редко привозят новый мусор. Так, ладно, придется тогда возвращаться, да, уже все, хватит, заканчиваем полеты, а то уже погода что-то портится, надо, да, и надо уже друзьями страшилки смотреть. Так, о, тихо, а что вот это такое? Это что? На что-то похоже возле покрышки. Стоп, это что, дрон, что ли? Да точно, это дрон, а ну-ка, вот это да. Так, я дрон нашел на свалке. Ничего себе, так, а ну аккуратненько опускаемся. У меня как раз дрон специальный такой мощный транспортный. А ну-ка попробуй сейчас его зацепить. Да, у меня есть магнит. О, точно прицепился. Так, все супер. Возвращаемся обратно. Так, главное его не уронить. О, вот это круто. Так, ну что, друзья, готовы? Запускаем 3-ю страшилку. Интересно, про что же она будет? Неужели опять про дроны? Черный дрон. Ты уверен, что это хорошая идея? Спросил Том, разглядывая темный корпус дрона, лежащего на столе. «Конечно», — ответил Макс, подключая устройство к ноутбуку. «Этот дрон просто находка». Они нашли его на пустыре за городом. Он выглядел странно. Черный корпус, ни единого опознавательного знака, а камера была направлена прямо вниз, словно дрон снимал что-то важное. Но самое жуткое, он работал, хотя аккумулятор был внутри полностью разряжен. Макс запустил программу, и ноутбук ожил. На экране замелькали файлы. Вот записи, посмотрим, что он снимал. Первое видео показывало ночной лес. Дрон парил над деревьями, и в его объективе мелькали тени. Внезапно картинка задергалась, и из темноты появилось нечто длинное, неестественно худое существо с белыми пустыми глазами. Оно смотрело прямо в камеру. Затем экран покрылся рябью, и запись оборвалась. «Фу, что за ерунда?» Том поежился. «Наверное, глюк. Запись испорчена». Макс открыл следующее видео. Теперь дрон снимал заброшенный ангар. Камера двигалась плавно, скользя вдоль металлических стен, изрисованных граффити. Внезапно на экране появилось лицо, без эмоций, с пустыми глазами. Оно было слишком близко, словно человек или что-то еще смотрел прямо в камеру, вплотную. Затем изображение снова замерцало. «Что за бред?» Том отодвинулся от экрана. Макс же выглядел завороженным. «Это просто совпадение. Давай лучше запустим дрон». Он подключил контроллер и нажал кнопку. Моторы взвыли, дрон взлетел, зависнув под потолком. «Вроде работает». Макс попробовал управлять им, но внезапно дрон дернулся и резко развернулся в их сторону. «Эй, что ты делаешь?» Том отшатнулся. «Это не я». Макс судорожно нажимал на кнопки. Дрон завис в воздухе, но теперь выглядел странно. Его корпус начал раздуваться, словно изнутри на поверхность что-то давило. Пластик потрескался, из щелей полезли темные жгуты проводов, словно сухожилие, а камера вытянулась, будто превращаясь в нечто живое. Черный глаз, который расширился, фокусируясь на них. Дрон разинул отверстие там, где раньше была камера, и издал дрожащий металлический звук, похожий на хриплый шепот. Он метнулся к Максу, но тот успел отскочить. Дрон врезался в стену, но не разбился. Напротив, его корпус продолжил менять форму. Жгуты провода хлестали воздух, а металлические лезвия выросли на месте бывших винтов. «Выключай его!» – заорал Том. Макс попытался, но экран ноутбука вспыхнул, покрывшись рябью. Система больше не реагировала.
Дрон начал смеяться. Глухой искаженный металлический хохот разнесся по комнате. Он снова рванул в их сторону, и в последний момент они выбежали из комнаты, захлопнув дверь. Секунда тишины. А потом скрежет. Они прижались к стене, слушая, как внутри комнаты что-то двигается. Скрежетали провода, щелкали металлические части. А затем наступила тишина. Осторожно приоткрыв дверь, они заглянули внутрь. Дрона не было, но окно было открыто, и далеко в ночном небе мелькали красные огоньки. Черный дрон улетел, но это был уже не просто дрон. Так, и третья страшилка тоже оказалась про дрон. Но вот это мне больше всего понравилось, да, мне кажется, она самая классная. Я ставлю ей наивысшую оценку за сегодня. Да, кстати, друзья, мы давно не оставили оценки страшилкам. Я ставлю этой, 9 из 10, я думаю. Может, давайте еще следующую посмотрим, и может она еще страшнее и круче окажется. О, так, где мой дрон? Вернулся. Отлично, долетел и не уронил дрона. Супер, смог его довести. Так, ну вот, как раз протестировал мой транспортный дрон. Доставляет грузы в целости и сохранности. Да, не уронил. Так, ну это дрон, точно, я так и знал. Да, не ошибся. Круто, еще один дрон нашел на свалке. Так, отлично, теперь, а ну-ка попробую к нему подключить. Друзья, едьте сюда, посмотрите, что я нашел на свалке. Так, Чич, что я там, бочку нашел все-таки? Да нет, круче, посмотрите, это же дрон, настоящий дрон. Так, Чич, и что, летающий квадрокоптер какой-то? И что такого? Старый на свалке, наверное, поломался, его выбросили. А вот этих квадрокоптеров 10 штук, если не больше. Ты еще один нашел. В коллекцию, что ли? Ты их собирать будешь, коллекционировать? Или, может, солить решил в банке? Да не, Гуталин, ну этот необычный какой-то, посмотри. Сейчас я попробую подключиться и запустить. Мне кажется, он все-таки не поломанный. Надо сейчас попробую установить программное обеспечение. Программа есть, просто подходит она к нему или нет. А ну-ка, через Bluetooth. О, да, есть Bluetooth. Сейчас попробую его запустить. Так, ничего себе. Так, а как ты его так нашел? А, это дрон, вот этот транспортный большой, да, его все-таки смог привезти сюда. Так, Бобик, не подъезжай близко, аккуратно, а то он... А вдруг он сейчас как-то включится неожиданно. Да нет, друзья, все под контролем. У меня сейчас я его попробую запустить. Так, Чич, он какой-то странный. Да, у него какие-то пропеллеры не такие, мне кажется, с виду у него... Почему он такой продолговатый какой-то? А вот это лапы у него или что это такое? Так, подожди, Гош, не знаю. О, запустился. Да, я же говорил, что он рабочий. Так, супер, а ну-ка. Этот дрон просто настоящая находка. Что, Чич, как ты сказал? Дрон настоящий находка. Стоп, друзья, а мы ж только что страшилку смотрели. Там же примерно такая же ситуация была. Там нашли на свалке дрон, они его пытались починить, потом он превратился в дрон пожиратель, дрон монстра. Так и там тоже он говорил такую фразу: дрон, это дрон настоящая находка, точно так же, как Чич сказал. Так, Гуталин, подожди, сейчас я его настрою. Что ты там говоришь, какую страшилку? Я все прослушал, потом расскажете мне. Да нет, Чич, тут действительно совпадение такое необычное. Чич, в чем дело? Что, друзья, что что с дроном? Что вы сделали? Вы что, на него какой-то пакет надели? Или что это? Какой-то листик приклеили? Что это за картинка? Уберите! Да не, Чич, мы ничего не делали, это он сам так превратился. Друзья, я же сказал, это не простой дрон, это тот самый дрон пожиратель страшилки. Это он. Так, Чич, зря ты его сюда притащил. Давай как-то его убираем отсюда. Может, этот дрон обратно его на свалку отвезти? Так, ладно, друзья, спокойно, все под контролем. Сейчас я его выключу просто. Да, наверное, что-то не так. Может, и вирус какой-то завелся у него. Так, Чич, не знаем, что ты там сделал, но дрон какой-то странный. Так, ладно, друзья, подождите, стойте, не двигайтесь, на всякий случай. Сейчас я его выключу. О, он повернулся, отвернулся. Похоже, он нас сканирует, что ли? Опять отвернулся. Так, друзья, подождите, пока что не двигайтесь. Пытаюсь его отключить, но что-то не получается. Не работает теперь ничего. В чем дело? Так, Чич, это точно тот дрон-пожиратель. Я же тебе говорил, что он сразу мне не понравился, какой-то он странный. Так, и вот это у него... Он превращается в монстра. Так, и что теперь делать? Так, тихо. Так, друзья, все под контролем. Я сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас я пытаюсь подключиться, но что-то ничего не получается. Пока что не пойму, в чем дело. Так, главное, стойте, не двигайтесь. Сейчас я
Сейчас я уберу, и он... Может, он сам сейчас выключится. Так, ой, друзья, я случайно, перепутал, случайно нажал на газ. Так, мне стоять или ехать теперь? Нет, я все-таки не хочу рядом с ним стоять, я отъеду. Так, нет, Гуталин, стой, не двигайся. Все, остановись. Тихо. Кажется, он тебя заметил. Гуталин, он поворачивается. Все, Гуталин, ну тогда уезжай. Нет, Гуталин, не останавливайся, теперь едь. Друзья, он меня схватил. В чем дело? Он меня крутит. Он куда-то улетает. Воу, друзья, помогите. Гуталин, держись, держись. Гоша, Чич, куда он полетел? Вы видели? Он схватил Гуталина. Так резко вверх залетел, и я даже не понял, что произошло. Так, ну, куда он делся? Так вот, да, Чич, ну давай что-то делай, выключай его. Куда он полетел с Гуталином? Как мы дерево будем спасать? Так, запускай все свои дроны там, вот этот транспорт, давай, лети за ним, или где самолеты, так, что делать, как стрелять? Отпусти меня! Нет,